Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Давид Будда, меня зовут Давид. Я сегодня не один, со мной друг Антон. Я его сегодня отправил. Куда я тебя отправил? На дайвинг отправил. На дайвинг отправил. Мы были в подводном музее. Это было прикольно. Прикольно было. Это новый формат боевого канала. Я снимаю улицы, не показываю лицо, но Антона вы тоже в следующем видео увидите. Будем комментировать одно видео. Вот. Классный Все. Вот. Горячий турецкий флаг, жандармерия. Вчера, в общем, Антон, вчера какая-то девица ко мне подходит и говорит, что а где, говорит, здесь можно пожаловаться полиции? Я говорю, что ну звонишь 155 и жалуешься, да? И я говорю, что а что случилось? Я говорю, что я зашла, говорит, в магазин, и продавец меня на 3 буквы посылает. В моей стране, говорит, за такие вещи сажают. Это полный пиздеж. Да. Бля. За такие вещи бьют по ебалу просто. Да, и я говорю, что, блядь, или ты меня за идиота держишь, да, или ты сама ёбнутая на голову. То есть, как, блядь, человек может зайти в магазин, его на 3 буквы могут послать. Это сначала я думаю, что ты какую-то хуйню там натворила, поэтому тебя нахуй 100 пудов. Нет, я говорю, что вот идешь по берегу, там есть жандармерия, идешь там жалуешься, говорю, что в общем я зашла, меня на 3 буквы отправили. И они за такую хуйню тебя изнасилуют там еще. Но она... Ничего, она пошла там маникюр сделала, она фитоняшка какая-то была, жопу качает там. Ну понятно. Сиськи как орехи, блядь, но жопу качает. Но главное жопа, нахуй нам ее сиськи. Детей мы от нее не хотим. Пиздатые места. Мне всегда интересно было, звук не поглощает это место другого, нет. Если кому-то очень интересно посмотреть на Антона, такого загадочного, я снялся в короткометражном фильме. Тебя сейчас не слышат, сейчас отойдем куда-нибудь, там скажешь. Нет, я снимаю, просто нужно отойти сейчас. Наконец-то мы отошли от этих дискотек, музыки, хотя здесь везде музыка, дискотеки, радости полные штаны. Сейчас мои демоны спрашивают, почему Антона не видно. Если хотят тебя увидеть, где они могут ее? Если хотите посмотреть, я снялся в дайв-фильме, называется «Лыжня Египта 2012». И попробуйте отыскать меня. Лыжня Египет. Даю подсказку, я там... Оставить ссылку под видео? Ну, можно и ссылку оставить. Примерно Ну, скажу... в принципе, там я смотрю вдаль в маске, и есть где я одеваю оборудование. Примерно я... Сейчас, примерно я скажу, на кого похож Антон. Антон похож на шведского рок-звезду, примерно. Я первый раз, когда его увидел, да, он начал на английском говорить. Я тоже начал с ним на английском говорить, но... Точнее, по-английски. Но потом по акценту я понял, что он русский. Потому что есть охуевший русский акцент. И я начал с ним по-русски говорить. Бля, мы почти, сейчас Антон сам удивится, да, мы почти целый день сидим с моим старшим братом и обсуждаем Антона. Да ладно. Реально, вот говоришь, сейчас удивится. Знаешь, 4 отеля в этом городе уже взорвано. Я думаю, что они еще пару лет будут Антона вспоминать. Блять, значит, Антон... Суперзвезда. Антон суперзвезда, он... Снимается в фильмах, играет музыку, крутит пластинки. Да. Он снимается... Жарит всех подряд, без разбора и возраста, и пола. Да. Вот там даже вот бомжи сидят, по-моему, да? Вот там костер горит. А как это назвать? Они реально думают, что это романтично, но это... Они больше на бомжи в Нью-Йорке греются. Да, турецкие бомжи.
На эту шалабу смотри. Доброе утро. Передай привет подписчикам. От меня покоя нету, блядь. Что я еще хотел сказать? Давайте накидывайте тему для разговора. Я рассказываю старшему брату, значит, да, Антон? Я рассказываю старшему брату, то, что ты мне расскажешь, я ему на турецкий перевожу, он на русском не знает. Немецкий только знает. И я ему говорю, что, в общем, пацан, какие у тебя там истории были? Говорю, что, в общем, он пошел там прогулялся, за $200 купил себе там табак, еще какую-то хуйню, что-то такое. Дофига себе фигни. Да. Говорю, что он, в общем, один раз просыпается и видит, что звук парохода. И он открывает глаза, оказывается, он внутри парохода едет куда-то к Кубу, блядь. И он говорит, и брат ржет, блядь. Он каждый раз рассказывает про тебя и ржет, блядь. Пиздец. В принципе, интересная у тебя жизнь такая. Жизнь скитальца. Да не совсем уж скитальца, но скорее путешественника. Возможно, я неправильно трактую слово, или ты неправильно знаешь. Скитальец — это человек, который путешествует, в принципе, да, но он не... Скиталец — это который не может себя найти и просто мотается и скитается. Вот это и означает скитаться. А я просто путешествую. Но ты не знаешь, где ты проснешься завтра утром. Ну, у меня есть примерный план действий, я всегда планирую заранее. Ну, то есть ты планировал, что Конечно. ты проснешься в отеле, в котором ты не знаешь? Да, планировал. А зачем мне жить в одном отеле, когда я могу просто в одной поездке посмотреть Нет, ты зашел... минимум 3 города? Слушай, ты зашел в чужой отель. Ну да, зашел в чужой отель, в 5-звездочный, где тусуются немцы. И тебя там никто не выпиздил? Меня никто не выпиздил, потому что я выгляжу как немец. Со мной здороваются, говорят, Deutschland, я ему говорю, хер, English, они, English, заебись, но английского мы не знаем, поэтому Deutschland, я говорю, хуй, я с вами не буду разговаривать. Большинство турков, они не могут отличить русский акцент от это не турки, это немцы были. Это были немцы, это немецкий отель, там один... То есть, если тебя даже поймали бы, они не смогли бы отличить себя от немца, да, в принципе? Я бы сказал, я English или швед. Да. Мне многие говорят, что похож на свида. Очень похож. Я думал, ты швед. Вот, в общем... Но, когда ты начал говорить, что... Я переночевал в немецком отеле бесплатно, 5-звездочном. Правда, не в номере, а в лобби, но это не имеет значения. Сам факт приключения. В принципе, похуй, да? Похуй вообще. Просто было интересно, получится, нет, получилось. Ты знаешь, как вот, я всегда говорю, что вам наступит, блядь, 60 лет, 70 лет, и вы будете... И здесь тоже самая хуйня. И вы будете жалеть, что, бля, почему я свою жизнь не провел насыщенно, а провел... Дома за компом. Да. Давай отсюда пройдем и кое-что посмотрим. Йоу, Барри! Здрасте. Здесь, бля, женские трусы продаются, блядь. Целина называется. Я не могу понять, при чем здесь, бля, женские... Это хуйня женская и эта машина, бля. Целина. Клена. Ну, по-русски это целина. В общем, запомните этот бар. Ты меня спалил. Нет, со спины я тебя... Здесь каким-то образом, здесь две девочки гуляли в прошлом году. В принципе, ничего особенного в них не было, да, обычные русские девушки, но не уродины. Все вот эти магазинчики, немножко отойди, вот эти магазинчики, которые здесь. Потом татуировщики. Вот у меня мой байк. Можете посмотреть. Хотя я его не снимаю, чтобы не сгладить. Вот все магазинчики, которые здесь работали, все за ними гнались, хотели им что-то подарить, что-то купить и того подобное. А мой магазин в прошлом году, который я арендовал, находится впереди, я сейчас его покажу. Они, в общем, тупо подошли, чтобы что-то купить у меня, экскурсию купить, и go on the right, on the left. Вот впереди, вот сейчас я арендовал это место. Они подошли, уж меня с ними познакомил, и не потратив ни копейки, я их выбыл вот в этом пансионате.
Хотя одну выбыл, да, вторая что-то мне показалось, что она болеет чем-то. Хотя нихуя ничем она не болела. Вот здесь работал. Такие вот дела. Вот здесь охотные татуировки делают. Да там этот стоит. Кто это? Один, да? Бог Один. Охуительные места. Хотя меня ничего не удивляет здесь, да, потому что, наверное, я с детства здесь. Ну это как в любом родном городе. Все надоело. Англичане валят Турцию, турки Ну, валят Голландию, Примерно турки приблизительно. валят Таиланд, китайцы валят, не знаю, там в Индонезию или еще куда. Ну вот так это работает все. Вон полицаи, Это жандармерия. жандармерия, Они останавливают машины, в общем, да, смотрят, у них есть в машине наркотики или что-то такое. Потом все, пошли. Слушай, это правда, что в Турции, если на пешеходном переходе тачка сбивает человека, то виноват все равно человек? Нет, Сегодня мы не важно, где ты его сбиваешь. все равно виноват водитель. Конечно, он же тебя сбивает. Но там смотрят на камеру, да, если человек сам набросится на машину и все такое. Если даже человек сам набросится, все равно почему-то минимум штрафует человек, водителя. Вот у нас все на самом деле немножко... Есть такие детали, да, где через жопу все, допустим, насчет машин, скажем. Вот в России не в обиду будет, в принципе, ты сам знаешь, да? Многие люди сами за деньги покупают права. Не умея ездить, правил не зная, Да, да. и косячим. А в Турции это сделать практически невозможно. Да? То есть, кем бы ты ни был, ты не можешь купить права, ты должен сдать экзамены. Ну, русские, покупая, блядь, права за деньги, они лучше водят машину, чем турки, которые как бы сдали на экзамен. Я не знаю, как эта хуйня работает, но... Ну, не всегда это так. Обычно покупает какая-нибудь витоняшка там, с какими сиськами и жопными губами, Да. потому что ей лень учить эти экзамены, ну, папенька ее научил водить. И как бы она едет, ну, правда, она ездит тоже хуево. Вот моя сестра, допустим, вот она носит, она любому мужику фору даст. Вообще запросто. Вот издеваются над женщинами, да, что они не умеют водить машину, но это как бы не смешно, в принципе. Почему они не умеют водить машину, да? Они родились с такой прошивкой, как бы, да. Вот элементарно открываешь карту, вот ко мне туристка подходит, да, турист, точнее, женского пола, и я ей на карте, блин, на огромной карте, да, ты видел мою карту, показываю, что вот это маленькая, блядь, местность, где мы находимся, ёбаный в рот. Она еще раз спрашивает, а где мы? Я говорю, блядь, вот здесь, блядь. Она еще раз спрашивает. То есть это, я потом вспоминаю, что да, у женщин проблема с... Ориентация. Да, они не могут ориентироваться нормально. Хотя не у всех. Моя бывшая жена, вот она круче меня ориентируется. Мы в Паттайе там чуть ли не покоцались. Я говорю, туда пойдем, она не туда, вот нам идти туда. Все-таки она была права. Редкие такие женщины Да, бывают, да? Они бывают, еще у этих женщин знак зодиака имеет, сейчас я скажу, знак зодиака имеет, играет роль, допустим, овны по знаку зодиака Вот женщины. у меня Они... была Овен. Ты, скорее всего, с ней еще отлично ладил, да? Ты Вообще, близнецы. Все было ништяк, да. Все было ништяк. С близнецами они хорошо ладят, в принципе. Вот, большинство людей почему-то ненавидят близнецов, да? Я не знаю почему. Потому что не понимают. Внутренний тонкий мир. Да, но по статистике меньше всего людей по знакам зодиака близнецы сидят в тюрьмах, там что-то воруют, кого-то убивают, блядь. И больше всего произвели гениев. Не знаю, возможно. Я знаю. Но есть 4 знака, да, которые самые умные. Это Овен, Овен. Баран с рогами. Телец. Сейчас я скажу. Баран с рогами это Овен. Да. Да, баран. Вот она упертая. Она если упрется рогом, все, не содвинуть. Нет, это не говорит об ее интеллекте. Это не про интеллект, это про принципы. Самый умный знак зодиака, почему-то, я не знаю почему, считается этот Водолей. На втором месте Дева.
потом Козерог и Близнецы. Наверное, на пятом, возможно, будет Овен. Возможно. Скорпионы тоже очень умные. Но Все индивидуально, это как бы глобально, скажем так. Как бы. ну, по статистике, если посмотреть, ты просто не спрашиваешь у людей, какие у них знаки зодиака. Если будешь спрашивать, если Сразу будешь... начнешь применять прошивки специальные к ним, а это уже в корне неверно. Люди могут отличаться. Возможно, у тебя будет какая-то настройка на них. Возможно, тоже. Да, ты будешь думать, это баран, с ним надо по-барански. Я на самом деле пытался, что вот, говорю, возможно, это моя установка, да, просто, что это баран, и сейчас она будет, или он будет спорить со мной. Пытался сдаться, но опять-таки не получалось. То есть я забывал, что он Овен по знаку зодиака, и он начинал со мной спорить. Говорю, что, блядь, если ты со мной споришь, нахуя тогда ты у меня спрашиваешь мое мнение, да? Если ты знаешь, поступай, как ты считаешь нужным. Дорогие друзья, это древнегреческий фонтан. Блядь, я забыл выключить интернет. Ебать мой хуй. Сейчас я выключу интернет. Пишут, звонят. Вот. Это древнегреческий фонтан. Город называется... Точнее, это полуостров, на самом деле, если ты не знал, Артем. Антон, извини. Вот. Там какая-то хуйня произошла, да? Там раньше оттуда текла вода. Сверху вода. Оттуда текла вода, люди собирали воду, там бухали, там еблись. Там Вот еще так. ванны есть античные. Да я навряд ли это кому-то интересно, но все-таки я покажу, где я последний раз, нет, предпоследний раз ебался, блядь. Сейчас. Вот это древнегреческие сооружения. Греки с турками здесь воевали. Так получилось, что вот греки не воздерживались, поэтому они проиграли войну. Сейчас, они целыми днями ебались. Что-то в этом году. Да, блядь, на меня еще выйди, ебанашка тупая. Вот. Я не удивлюсь, если этот презерватив все еще здесь. Вот здесь мы сидели, в общем, бухали пиво. И потом, блядь, сейчас нихуя не увидеть. Включи свой фонарик на телефоне. Да простит нас греческие боги. Ай, блядь. Все равно нихуя не видно. Свечи будем. Свечи. Вот где-то здесь за камнями. И оттуда отойди, пожалуйста. И там, блядь, машины проходят. Она говорит, что машина проходит и нас видит. Да я говорю, что они видят. Они оттуда проходят и нас не видят. А я на самом деле не знаю, да, что они нас видят или не видят. Потому что мне было похуй абсолютно. Теперь спросите, зачем ты ее здесь трахал, на греческих этих сооружениях. Греческих развалинах, точнее. Да потому что, блядь, я ее отвел в отель. Мы там поебались. И она встала с кровати, я тебе рассказывал, да, Антон? Да, рассказывай. Мы, блядь, она встает после кровати, идет, принимает душ, берет телефон, начинает с телефоном играться и лежит на диване у себя. А потом я ей говорю, что а что ты туда пошла? Да, говорю, что я сейчас посплю, говорит, я уже уставший, с утра с тобой гуляю. Блядь. И я говорю, что понятно, а там почему спишь? Говорит, извини, я всегда, говорит, сплю одна. Говорю, то есть ты спишь одна? И она говорит, что ну, я всегда сплю одна, говорит, я не сплю с мужчиной, да? И я такой охуевший, первый раз такую хуйню вижу, да? Я говорю, что окей, говорю тогда. И рано утром проснулся, еще с утра пораньше ее натянул. И через 2 дня мы с ней еще раз встретились и начали здесь гулять по достопримечательностям. Я ее привел в этот
Как это хуйня называлось? Греческие сооружения, развалины, да. И в этих греческих развалинах немножко прогулялись, и я ее там как бы наказал как маленькую грязную шлюшку. И она говорит, что после секса она говорит, что почему мы здесь, почему мы не пошли на номер? Говорит, что ну все равно ты же одна спишь. Какая нахуй разница? Теперь ты пойдешь у себя номер спать, а я пойду, да, свой охуенно охуевший дом. Обратите внимание, hello. Ни одной. Вот мы себя так снимаем дорогу, да, эти ебланы думают, что мы себя снимаем. Да. Интересно это все. Такие вот дела. Это тоже что-то, какие-то Да, купальни местные? здесь могилы были раньше. Могилы. Да. Вот раньше, знаешь, как было? Люди, вот греки раньше, да, вот собирались, допустим, какой-то там Леонидас просыпался и видел, что его жену трахает какой-то Трахилос. И говорю, что о, мою жену как классно ебут, я тоже пойду в жопу ее выебу, грубо говоря, да. То есть на самом деле так и происходило, это не оскорбление какое-то. И там ее отец видел, что вдвоем трахают, и он тоже приходил, ей в рот давал. Серьезно говорю, это история. Потом появилась религия, как бы, да, и религиозные деятели сказали, что это грех, этого делать нельзя и того подобное. То есть это прекратилось как-то. То есть они жили как мерзкие твари. Но хотя тоже временно занимаясь наукой. А у турка был как бы принцип, да, что у мужчины может быть много женщин, но немного мужчин. То есть не мусульман турков, а турки раньше до ислама были шаманами. И турки пришли, бля, один турок 5 греков, бля, пиздил, отнимал землю там. Вообще ёбнутые люди были. Вот если в Стамбуле, ты был в Стамбуле? Пролетом, перелетом. Там есть, в общем, музеи, и вот в этих музеях показывают, что мечи турецких воинов, бля, они, бля, по 100 килограмм, наверное, бля, огромнейшие, бля, 2-3 человека поднимают его. Ну, прикинь, бля, если греку по башке так ёбнуть с этим мечом. Наверное, несколько голов выебется. Я приеду, мне будет 15. Я приеду, а меня еще не будет. Okay. Видишь, какие отбитые, да? Вот, Испугалась, обосралась. наверное, ее мой брат трахнул. Как маленькую жирную шалаву. Вон тоже. Вот мне иногда в комментариях пишут, что зачем ты ругаешься. Да? Я говорю, что ну, я не ютубер, да, я для себя снимаю и для вас снимаю, да, как для друзей. Смотрите, и я у русских или у россиян чему научился, что чего я понял, что если я ошибаюсь, подправь меня. Только говори немножко погромче, если у тебя получается, чтобы тебя было слышно. Да, чего я понял, что русским или россиянам нравятся искренние люди. То есть, если ты притворяешься там хорошим парнем, если ты притворяешься, что ты такой недотрога, скорее всего, рано или поздно твоя маска упадет, они увидят и нахуй тебя пошлют. Обязательно, непременно еще пинка дадут. Да. Ты можешь быть каким-то алкашом, ты каким-то, бля, бездельником может быть, но если ты искренне... Настоящим. Да, русские любят настоящих людей, то есть фарш они сразу замечают. То есть русских насчет этого... Ты русского можешь наебать на деньги, там, на все можно наебать, только не на отношениях. То есть они сразу чувствуют, что... Как ты мне говорил, что вот в Таиланде вроде интересно, но хоть они улыбаются постоянно тебе, но ты чувствуешь, что они тебя видят как доллары. Да, они видят ходячие банкоматы просто. Да. Больше... Вот, 5 долларов проходит. Хотя, могу заметить, что я встречал реально крутых тайцев. Вот мы заходим сейчас в врата Омпаса, и мы попали в рай. Посмотрим, что там будет дальше. Блять, пиздец. Ну что, попрощаемся с нашими охуенно охуевшими подписчиками. Ребята, ищите меня
на видео «Лыжня Египта 2012». Угадывайте, кто я. Кто угадает, может быть, какой-нибудь будет приз. Возможно. Почему бы нет? Но у нас будет совместное еще видео, ты еще здесь. Вот, это как его, амфитеатр. Ты подумай, амфитабил сейчас сказал? Амфитеатр. И сейчас Антон... Это новое кодовое название. Да. Сейчас У тебя есть амфитеатр? Пиздец. Сейчас Антон скажет, что... Антон думал, что я сейчас скажу, что... Вот амфетамин, а где амфетамин? Ты серьезно, блин? Хорошо, друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свой божественный комментарий. Я его обязательно прочитаю. Антон тоже прочитает. Будьте счастливы по умолчанию.